Буквально через 3 дня нас ждет историческое и самое важное событие для биткоина, которое называется халвинг. За всю историю существования биткоина, а для тех, кто не знает, он был запущен аж в 2009 году, халвинг всегда оказывал положительное влияние на его цену, причем это были не просто локальные скачки на 10-20%, а это были полноценные циклы, во время которых цена биткоина росла на сотни и тысячи процентов, фиксируя новые максимальные уровни. И конечно же сейчас, когда многие понимают, на что способен халвинг, особенно после роста биткоина на 600% в 2021 году, единственный вопрос, который остается у всех криптоинвесторов — как заработать на этом событии? Разумеется, самый простой вариант — это просто купить биткоин и забыть про него на ближайший год. Но поскольку халвинг оказывает положительное влияние не только на сам биткоин, но и на многие альткоины, сегодня мы будем говорить об интересных монетах, которые имеют самый большой потенциал на рост до и после халвинга. В сегодняшнем видео мы собрали для вас не просто монеты, которые могут вырасти на общем положительном фоне, а я расскажу про токены, которые напрямую связаны с блокчейном биткоина, из-за чего именно они способны показать активное движение в ближайшее время. Тем более после просадки крипты во время напряжений на Ближнем Востоке все эти монеты торгуются по очень хорошим ценам, так что обязательно смотрите видео до конца. Ведь дополнительно мы разберем одобрение ETF в Гонконге и узнаем, как это будет влиять на криптовалюту в будущем. Ну и как всегда, если вы желаете видеть больше интересных топов, монет с низкой капитализацией, а также токенов на базе ИИ, поддержите видео лайком. И когда вы наберете 1500 лайков, вас будет ждать новый топ самых перспективных криптовалют на май. За вашу поддержку я заранее вам благодарен. Желаю приятного просмотра. Вы на канале Coin22. С вами Влад. Мы начинаем. Итак, дорогие друзья, как я сказал в начале, до халвинга осталось чуть больше 3 дней, а это значит, что в ближайшее время все внимание будет направлено на биткоин, ведь именно от него зависит общее настроение на рынке. Сейчас вы можете найти много разных прогнозов от аналитиков и экспертов, причем если одни говорят, что будет рост, другие ждут падения. Но чтобы понять, что на самом деле будет с ценой биткоина, вы можете воспользоваться вот этим отчетом, который мы опубликовали в нашем телеграм-канале. В нем мы на основе прошлых данных и текущих факторов составили краткосрочный прогноз его цены, поэтому чтобы его получить, а также оставаться в курсе всех событий 24/7, обязательно подписывайтесь на наш телеграм по ссылке в описании. Ну а мы давайте начнем с первой монеты, которая имеет хороший потенциал на фоне халвинга, и это токен ICP. Про эту монету я вам рассказывал в одном из наших роликов про токены на базе ИИ, который выходил 2 месяца назад. Тогда ICP стоил $12, и многие считали, что монета перекуплена. Но после нашего топа ICP успел вырасти на 75%. И поскольку сейчас его цена снова вернулась на поддержку $12, это может стать хорошей возможностью покупки для тех, кто не успел этого сделать в начале года, но сперва давайте расскажу, каким образом ICP связан с биткоином. Интернет-компьютер — это достаточно масштабный и большой проект, который имеет поддержку от крупных фондов. И главная задача данного проекта заключается в создании нового типа децентрализованного интернета, а также глобальной вычислительной системы, в которой независимые центры обработки данных по всему миру могут интегрироваться между собой, чтобы предоставлять пользователям услуги облачного хранения, как это делают такие компании, как Amazon Web Service или, например, Google Cloud. Согласитесь, звучит очень интересно, но при чем здесь биткоин? А биткоин связан с ICP за счет того, что смарт-контракты ICP могут напрямую взаимодействовать с сетью биткоин. Это важно, потому что данная интеграция повышает биткоину функциональность смарт-контрактов, открывая новые возможности для разработчиков DeFi и децентрализованных приложений. Например, смарт-контракты ICP могут напрямую хранить, получать и отправлять биткоин, а также упрощать создание токена CKBTC, обеспеченного 1 к 1 биткоином. И важно то, что смарт-контракты, работающие на ICP, могут напрямую взаимодействовать с сетью биткоина, даже без использования мостов. Данная интеграция с биткоином имеет большое значение, поскольку она добавляет функцию смарт-контракта в биткоин, который сам по себе создавать смарт-контракты не может, ведь имеет совершенно другой алгоритм работы. И как я уже сказал, это открывает большие возможности для разработчиков DeFi проектов. Но почему бы разработчикам не использовать
использовать эфир, который лучше подходит для запуска новых проектов. Конечно, большинство разработчиков действительно выберут эфир или ту же Solana для создания новых проектов, но поскольку ICP работает с блокчейном биткоина, это значительно повышает его безопасность и, что самое главное, децентрализацию. Да, большинство блокчейнов работают на системе Proof of Stake, и такая вещь, как децентрализация, которая изначально закладывалась в криптовалюту, уходит на второй план. И по итогу мы просто получаем сети, в которых можно совершать транзакции или запускать свои приложения. Но если разработчики захотят что-то сделать с блокчейном или отдельным кошельком, то они это легко сделают. А ICP наоборот делает упор на децентрализацию. Таким образом, халвинг биткоина 20 числа вероятно окажет положительное влияние на цену ICP, ведь по факту биткоин станет более дефляционным, а также халвинг повысит его децентрализацию, за счет чего это напрямую повлияет на все проекты, которые связаны с его экосистемой. Если говорить о том, по какой цене покупать, давайте сразу перейдем на график и посмотрим на ключевые уровни накопления, где больше всего покупают ICP. Как мы видим, 26 марта монета зафиксировала годовой максимум выше $20, после чего началась коррекция, во время которой ICP потерял 50% своей стоимости и упал до локального дна на уровне $10. Как вы видите, $10 это поддержка, которая сохраняется с начала года. И заметьте, что после каждого тестирования следующий цикл роста превышает предыдущий. И если после тестирования $10 в конце 2023 года цена выросла на 60%, то уже в начале марта рост составил 70%, а после 40% коррекции его цена зафиксировала еще более сильный рост, почти на 100%. Таким образом, нам обязательно стоит рассмотреть $10 в качестве первого уровня для покупки, а также вот этот диапазон для предварительного накопления. Ведь во время роста биткоина ICP также очень часто рос, как минимум на 50%, и вероятно нечто похожее будет на фоне халвинга. Но в инвестировании в криптовалюту важно не только по какой цене вы покупаете, а еще то, как именно вы формируете свой портфель. Ведь правильно собранный спотовый портфель позволяет получать самые большие проценты прибыли во время роста рынка, а также минимизировать потери во время коррекции. И как раз таки прямо сейчас специалисты нашей подписки Coin22 Pro помогают всем участникам собрать прибыльный долгосрочный портфель. Это все делается максимально индивидуально, на основе вашего капитала, время инвестирования, а также просчета рисков. Но если вы уже собрали свой портфель и желаете повысить его эффективность, мы поможем вам его сбалансировать, используя правильное соотношение монет. Вот только на этом преимущество подписки Pro не заканчивается, потому что главная наша специализация – это анализ рынка и предоставление прибыльных сделок, как, например, вот этой лонг-позиции по монете Matic, на которой все участники Pro заработали от 75% прибыли, потому что получили лучшие точки входа прямо перед началом роста. А чтобы каждый из вас, даже если вы новичок, мог открывать прибыльные сделки и зарабатывать на этом, мы предоставляем пошаговое обучение и полное сопровождение на всех этапах работы. Поэтому, чтобы ежедневно получать точки входа на самые популярные монеты, а также сегодня приступить к сборке прибыльного портфеля, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Следующая монета является частым гостем наших топов, особенно если они связаны с биткоином. И конечно же вы скорее всего уже догадались, что это STX. Об этой монете я рассказывал очень много раз, но для тех, кто не знает, я все равно еще раз повторю. Принцип работы STX немного похож на SCP, но STX отличается тем, что его блокчейн работает параллельно с биткоином. STX работает как блокчейн L1, который имеет уникальный механизм консенсуса под названием POX, что позволяет ему завершать все свои транзакции через биткоина. Но перед халвингом сегодня Stacks должны провести обновление Накамото, чтобы сделать блокчейн быстрее и безопаснее. В своем официальном блоге Stacks объяснили, что это обновление означает, что их сеть не только начнет обрабатывать существующие транзакции в биткоине, а что количество подобных транзакций повысится до 100%. На момент записи этого видео обновление еще не провели, но по оценкам Stacks Foundation обновление Накамото будет запущено уже сегодня. Из положительного могу отметить рост TVL, ведь общая заблокированная стоимость в STX выросла до $156 миллионов. И как показывает практика, увеличение TVL сигнализирует о том, что инвесторы покупают монету, а разработчики создают больше новых приложений, тем самым повышая рост экосистемы и цены монеты. Несмотря на старт запуска обновления Накамото, его активация продлится аж до 29 апреля, для того чтобы синхронизироваться с халвингом биткоина. Таким образом, если сейчас обработка транзакций Stacks занимает 10 минут, то благодаря Накамото
Накамото, время транзакций может сократиться до 5 секунд, поскольку блоки Stacks отделяются от блоков биткоина. Если провести анализ цены монеты STX, то мы увидим, что STX вместе со всем рынком начал коррекцию и упал на 45%. Поскольку вот эта восходящая линия тренда около уровня $3 была пробита, сейчас мы наблюдаем за формированием нового тренда, который будет зависеть от 200-дневной линии EMI на уровне $2. Данная линия обеспечивала поддержку цене STX с ноября прошлого года и делает это прямо сейчас. Поэтому, учитывая положительное влияние халвинга, а также развитие обновления Накамото, которые должны завершить 29 апреля, STX может зафиксировать еще более активное движение, учитывая, что он уже вырос на 20% после тестирования локального дна. Таким образом, нам крайне важно следить именно за вот этим ключевым диапазоном накопления. И кстати, если вы будете покупать STX или открывать любые другие позиции, лучше всего это можно сделать на бирже OKEX, которая является нашим официальным партнером. У OKEX самые низкие комиссии, а также удобный функционал. И для того, чтобы начать торговать, переходите по ссылке в описании. Ну а третья монета, которую мы сейчас разберем, еще не была в наших видео, и я про нее никогда не рассказывал, ведь это криптовалюта Core. Core — это относительно новый блокчейн, который использует преимущества системы POW биткоина, интегрируя их с консенсусом Proof of Stake для создания полноценной сети, которая одновременно является безопасной, децентрализованной и масштабируемой. Блокчейн Core можно назвать инновационной сетью, которая стремится найти решение проблемы трилеммы блокчейна. Это когда проектам приходится жертвовать чем-то одним во благо децентрализации, безопасности или масштабируемости. Благодаря консенсусу Satoshi Plus, Core может одновременно использовать различные механизмы из нескольких блокчейнов. Благодаря такому уникальному сочетанию функций, Core может добиться децентрализации с помощью модели биткоина POW, масштабируемости через систему POS и оптимальной безопасности благодаря надежному механизму консенсуса. То есть вот эта проблема трилеммы, можно сказать, что решена. И конечно же по большей части из-за биткоина. Проект Core активно сотрудничает с многими криптобиржами, включая OKEX, и даже был создан специальный экосистемный фонд на сумму $200 миллионов, направленный на поддержку Core. Данная монета стала безоговорочным лидером роста в начале этой недели, и несмотря на активный рост на 70% буквально за день, потенциал на продолжение роста есть. Коррекция в начале апреля привела к падению цены на 73%. И опять-таки самое сильное движение Core показывал именно в те дни, когда цена биткоина активно росла и пробивала новые максимальные уровни. Да, я прекрасно понимаю, что монета уже неплохо выросла и есть очень большие риски коррекции, но в этом и заключается главная суть альтов. Их стоит покупать именно на коррекции, чтобы после начала восстановления фиксировать 20 или 30% профита. Монета Core способна легко показать и все 100%, поэтому можно понаблюдать за движением цены вот в этом диапазоне. И если мы заметим, что начинает формироваться новый бычий тренд, особенно после фиксации уровня $2 в качестве поддержки, то вероятность продолжения роста только увеличивается. При этом не забываем самое главное, эта монета связана с биткоином и может показать активное движение после халвинга, так что будем за ней следить. Но как я вам всегда говорил во многих наших роликах, в эти и многие другие альты не стоит инвестировать более 10% от вашего портфеля, ведь если биткоин падает всего на 5%, альты проседают куда сильнее, и по этой причине их соотношение в портфеле должно быть гораздо меньше. А еще, помимо халвинга, очень положительной новостью для биткоина и всех монет, которые с ним связаны, является одобрение спотовых ETF в Гонконге. Регулятор Гонконга утвердил 3 спотовых биткоин ETF. После первоначального одобрения фондовой биржи Гонконга потребуется около 2 недель для завершения процедуры листинга, а также для разбора всех вопросов, которые связаны с этим одобрением. И получается, что уже сразу после халвинга биткоин получит новый положительный катализатор, ведь благодаря ETF США в биткоин отправили $12,5 миллиардов всего за 3 месяца, и очень похожий приток капитала может быть у ETF в Гонконге. Вот только кроме биткоина, в Гонконге еще одобрили спотовый ETF на эфириум, которого нет в США, из-за чего сейчас киты активно накапливают эфир, поскольку рассматривают недавний обвал рынка как отличную возможность для покупки. Одобрение эфириум ETF в Гонконге идеально совпадает с ростом активности китов. После падения эфира на выходных, киты начали активно его скупать, и по данным Spot on Chain, несколько китов, которые ранее зарабатывали на росте эфириум, в общей сложности потратили $31 миллион, чтобы купить 9700 эфиров, и средняя цена покупки за эфир составила примерно $3257. А также по данным Look on Chain, фирма Matrix Sport, которая также является
является китом Ethereum, вывела с Binance 16300 эфиров на сумму $50 миллионов. Таким образом, эфир начал новую неделю с уверенного старта и показал признаки восстановления после общего падения рынка на выходных. Поэтому я думаю, что на фоне обсуждения ETF эфир покажет еще более сильное движение. Что касается биткоина, то он вошел в фазу консолидации и сейчас все ожидают халвинга. Ну а чтобы на 100% понимать, куда может пойти биткоин в ближайшую неделю, напоминаю вам, что в нашем телеграм-канале уже есть подробный прогноз, который вы можете получить прямо сейчас. Так что не забудьте подписаться. А на сегодня у нас получился вот такой интересный топ из 3 монет, на которые вам обязательно стоит обратить внимание до и после халвинга. И кстати, напишите в комментариях, что вы думаете об этих монетах, и если они вообще у вас в портфеле, а также собираетесь ли вы их докупать. Ну а чтобы не пропустить следующий ролик, обязательно жмите колокольчик, и мы с вами увидимся уже в следующем видео. Поэтому всем желаю удачи, до скорых встреч!